Ну что, подходит к концу игры магистров. Сегодня, 30 мая, состоится заключительная игра. Против телезрителей сегодня играют обладатели «Хрустальной совы» Елена Александрова, Владимир Антохин, Михаил Мун, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скифский. Алексей Бакуменко и капитан команды, обладатель бриллиантового и 3 хрустальных сов, магистр игры Андрей Козлов. Против команды Андрея Козлова сегодня играют Сергей Каратаев-Прудище, Алексей Шматов-Витебск, Елена Леонтьева-Ярославль, Денис Краснов-Нижний Новгород, Сектор Блиц, Сергей Владыка-Молодечно, Дарья Засинец-Гомель, Ирина Водолеева-Златоуст, Сектор Суперблиц, Леонид Калинин-Омск, Андрей Колесников-Лигны, Михаил Драган-Ростовка, 13-й сектор. Летние игры магистров, телезрители против знатоков. Игра до 6 очков, счет 0-0, первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, У вас есть своя фишка. Ваша команда уже 4 года подряд проигрывает первую игру сезона. Как вам кажется, это от напряжения или потому, что вы мысленно уже в финале года? Нет, команда, конечно, ни в каком не финале года, мысленно или немысленно, за нее надо бороться. Но каждый раз почему-то так происходит. Не знаю почему, правда. Ну, может быть, все-таки от напряжения, может, вам надо расслабиться? Я не думаю, что это от напряжения. Никогда не знаешь, как игра пойдет. Будем надеяться, что мы расслабимся и сконцентрируемся одновременно. Диалект. Андрей, ну, в конце концов, Нижний Новгород не на корову же играем, правда? На быка. На быка? Ну, так, если сравнивать. Против вас играет журналист Денис Краснов, город Нижний Новгород. Господин Бакуменко, Да, вспоминая о своем детстве, академик Дмитрий Лихачев писал: «Жду, смотрю вдаль, и вот мой человечек, пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит». Внимание, вопрос. О каком таком человечке вспоминал академик? Паровоз, Облака. ну, паровоз не может быть. Юбочка, паровоз красиво. И курит, потому что... Да, он жил как раз за городом, он в детстве жил Это за городом. хорошо, это мне нравится. Еще. Да, и там Может, 10-е на годы. часах какая-то фигурка, типа... Он вышел по железной дороге, смотрит, Так, ждет. Да, и юбочка. Еще. Почтальон. Лежит, смотрит в Елочная облака. игрушка какая-то. Ну вышел куда тогда? Жду не понятно. человечка. Жду Человечек должен Да. появиться. Я снеговика нарисовал. Где появляются вообще? Грузовик еще, автомобиль, троллейбус, Да, трамвай. Ладно. Куда можно выйти в лесу под березовик, какой-нибудь Господин ведущий, гриб нашел, нет какой? вы знаете, мы все-таки будем отвечать, потому Давайте. что ничего лучше мы не придумаем, а это очень красиво, даже если вдруг окажется неправильно. Давайте. Владимир Антохин. Прошу, Владимир. Наверное, вот так вот образно называл человечком он паровоз. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну что, господин Антохин, сложный вопрос был? Хороший вопрос, если правильный ответ. Он не выпал на вашей прошлой игре. Вот ведь что интересно. В детстве Дмитрий Лихачев с человечком сравнивал, посмотрите на экран, паровоз, решетка для очистки путей, покажите ее, напоминала юбочку. 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер.
Добрый вечер, господин Неделю ведущий. назад все очень переживали за результат команды Виктора Сиднева. Даже телезрители, по-моему, за нее болели. И общими усилиями сдюжили. Андрей, скажите, вызывает ли сегодня тревогу результат этой игры? Уже нынешней. Тревогу вызывает обычно игра плохо играющей команды, а команда Андрея Козлова играет хорошо. Поэтому верим в победу, по пустякам не тревожимся и помним, что у команды есть золотой патрон или золотая минута. Кажется, что в этой игре вполне возможно, что команда ей воспользуется. Благодарю вас. Андрей, объясню телезрителям, золотая минута – это дополнительная минута на размышление. А команда заработала приз в прошлом году за самый яркий ответ прошлого года. Второй раунд. Господин Антохин, Владимир, вызывает интерес тренировочный процесс. Как готовились к игре вы? С капитаном, али без? Ну, куда мы без капитана? Мы без капитана, да, не можем, поэтому, естественно, тренировались вместе. Владимир, ну если шутки в сторону, сегодня для вас своеобразный финал. Вы как-то по-особенному к нему готовились? Ну, мы дополнительную тренировку провели. Мы обычно тренируемся только вот накануне игры, но сделали еще дополнительную тренировку. Ну, можно, кстати, пользоваться и другими методами подготовки. Там сыграть с друзьям Омск 10 партий, там проферанс в очко. И на Или бильярде. на бильярде. еще, да. И Друзь проиграет. Омск. Работать. Против вас играет кадет Леонид Калинин из Омска. Внимание, китайский ресторан. Господин Козлов, в последние годы в Китае стала популярна подобная сервировка. Каждому посетителю выдают 2 пары палочек разного цвета. Цвет значения не имеет. Внимание, Важно вопрос. оценить. То, что разного имеет, правильно? То, что разного имеет, а какой именно цвет, не имеет значения. Каково предназначение каждой пары? Знаете, может быть, одной парой брать вот с общего стола, а другой есть. А может быть, давать пробовать все-таки, как бы, один китайцы пробует, все да. меняются. Одной ты ешь сам, Одной ты другой ешь у сам, тебя- а второй ты делишься, например, с Делишься. кем-нибудь, понимаете? У тебя в этой паре могут... свои взять- тарелки. Предназначение Ну каждого. да, конечно. Каждый. Ну, одной ты ешь сам, а второй у тебя могут взять и попробовать. Вот я могу, например, с твоей тарелки попробовать. Так не А нравится? зачем тебе пробовать с моей тарелки, если вот у тебя стоит, ты положил? Там же подача блюд какая? Ну, это везде разная подача будет. Я думаю, так. Ну, индивидуальная все-таки нет. Ну, еще давайте. Если ты хочешь, например, есть один, ты одними палочками ешь, а если там, типа, ну, чтобы тебе кто-то подсел, может, другими, например, другого цвета палочками есть, нет? Это сложно, если они везде Окей, разные. хорошо. Тут на самом деле ключ в том, тебе подают блюда все-таки персональные или блюда общие. Вот как бы в Да этом. общее, ну, исходи из этого. С персональными Если вообще. общие, тогда вот Какое предназначение? Сигнализировать. одной надо Может, накладывать, другой есть. Нет, Может, мне не тогда нравится для накладывать. сладкого Накладывать у тебя добавить есть в кислого, этом горького, соленого. Нет, Может, и нет. Прошу, кто отвечает? Знаете, хотя Михаил Скипский, возможно, меня будет бить после вот этого ответа, но мы часто сталкиваемся, когда ходим с командой, в том числе в китайский ресторан, что выносят в стол, как вот у нас принято говорить, блюдо, да, еще вращается вот так вот. И как вот неудобно палочкой, которой ты ел, палочками, брать себе еще, укладывать на тарелку. Ну, как бы не гигиенично и не очень красиво. Поэтому я думаю, что вот палочкой, которую я сейчас уже попробовал, это мои индивидуальные палочки для того, чтобы я ел уже со своей тарелки еду. Вот так вот, да? А вот эти палочки для того, чтобы я себе в эту тарелку накладывал. А если Михаил Скипский захочет попробовать у меня, то у него есть свои палочки, я ему скажу, ну ладно, попробуй. И он отсюда возьмет и попробует. Ну, господин Козлов, так вы... Для того, чтобы брать с общего стола Да. одни палочки, и для того, чтобы я ел сам свою еду и не трогал вот намоченными слюной палочками еду вот общую, вторая пара палочек. И вы, внимание, правильный ответ. И вы не обратили внимания на то, что в последние годы в Китае, Задумались о гигиене. Это последние годы в Китае, коронавирус. а в большинстве китайских ресторанов еду приносят, господин Скипский, на большой тарелке, сразу на всю компанию. Одни палочки предназначены для того, чтобы брать еду из общей тарелки,
и накладывать свою, а другими палочками, господин Козлов, как вы абсолютно правильно выбрали версию, едят. 2-0 в пользу знатоков. Андрей Козлов мужественно принес победу своей команде. Помогли ей оступиться. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Относительно крупные победы знатоков в двух последних играх привели к заметному росту призового фонда финала года. И если сегодня, вот посмотрите, если сегодня знатоки победят 6-4 либо крупнее, призовой фонд станет свыше 2 миллионов рублей. Представляете? Алексей, ну что, болеем за наших? Я не знаю, кого вы имеете в виду под нашими, но я болею за телезрителей. Вот. Ну а то, что фонд, не переживайте, если надо, мы денег добавим. Поэтому я... Алексей, ну уже 3 игры не выпадает 13-й сектор, что нам с этим делать? Ну, я лично очень сильно переживаю по этому поводу, потому что вот я сейчас попытаюсь во время всей игры все свои силы, какие-то ментальные и еще какие-нибудь, как-то наколдовать, приманить 13-й сектор, потому что я считаю несправедливым, что он не выпадает. Вот. Алексей, ну если получится, вы расскажете, как вам это удалось. Обязательно расскажу. Я хочу напомнить на всякий случай адрес 13.alfabank.ru, наш любимый адрес. Адрес 13-го сектора. 3-й раунд. Господин Мун, ну что, в клубе «Что, где, когда» начались игры на вылет. Это, можно сказать, Михаил, сбылась ваша мечта. Вы много лет назад про это говорили, что вообще должны команды приходить, выиграл, играешь дальше, проиграл, уходишь. С каким ощущением вы входите на игру по таким правилам? Господин ведущий, я как раз, вот это даже сегодняшняя игра, даже более того, потому что сегодня для нас прямо четкая зависимость. Мы играем, и призом для нас будет игра осенью. И вот это как раз вот вообще то, о чем я всегда мечтал, что вот призом в игре является еще одна игра. Вот Но вам прямо... не страшновато, Витебск? Нет, не страшно, потому что тут мы можем и выиграть, и проиграть, и это игра. И как бы и ставки высоки, и приз меня очень радует. А против вас играет Алексей Шматов из Витебска. Господин Козлов, Да. автомобили из Японии. Так называется работа, которая получила гран-при на одном фестивале рекламы в 2005 году. Плакат был предельно лаконичен. На белом фоне 2 предмета, которые дизайнер объединил в одно изображение. Эта часть понятна? Да. Внимание, 2 черных ящика. Господин Козлов, в черном ящике, который ближе к вам, находится предмет, который связан с Японией. Господин Мун, а тот, что ближе к вам, в том, что ближе к вам, предмет, который связан с автомобилями. Внимание, вопрос. Что в каждом из ящиков? Надежность, скорость. Веер, кондиционер какой-нибудь? Веер, ну, палочки, вряд ли, что еще. Сюда кондиционер засунут. Цветок сакуры. Нет, Мысль, японская, да. мысль. Что Очень японская? надежные. Флаг Нецке. Японии, флаг Японии, флаг Японии. И что? Здесь флаг А одна. что, быстрые и С автомобилями удобные? ключ связан. Уехали автомобили. А если ключ, не тогда ломаются. Зеркало заднего вида, бокового вида Это зеркало. не связано с А тапки автомобилем. японские, да. Это может Японские быть, тапки, я не например. знаю. Работайте дальше. Хорошо. И кроссовки. Безопасности. Кроссовок. Тапок и кроссовок. И что, тапок хуже кроссовка, тогда ты плохо рекламируешь. С автомобилем еще педаль может быть, ну, небольшой Зеркало. предмет. Зеркало заднего вида Неплохо. еще. Что? Нецке. Сумаист, ну не знаю, сумо. В черном ящике. А вот это вот, которое там качается. Это китайская. Каллиграфия, Кисточка. кисточка. Для каллиграфии. И что? Кисточка очень красивая. А что здесь тогда? Быстрее. Номер автомобильный. Не связано с автомобилем. Веер и колесо. Нет, наоборот, есть не связь. связано с автомобилем. Веер и Одна с колесо. Японией, другая Итак. с автомобилем. Итак, кто отвечает? Алексей Бакуменко. Итак, Алексей, прошу. Что в каждом из ящиков? Вот давайте начнем с того, что ближе к господину Козлову. Предмет, который связан с Японией. Что-то. Ну, например, каллиграфическая кисточка. Кисточка для туши, как это называется. Так, а в другом?
А в другом рисунок автомобиля, который нарисован этой кисточкой. То есть рекламный плакат автомобилей Японии, да? На нем кисточка, и он получил гран-при за то, что кисточкой нарисовали автомобиль. Ну, японцы известные каллиграфы. Теперь, внимание, правильный ответ. Все-таки, прежде чем опросить зал, я хотел бы побеседовать с господином Антохиным. Владимир, ну, довольно быстро, я не знаю, что с Алексеем произошло с этой каллиграфической кисточкой. Веер ведь вы определили довольно быстро, да? И начали подбирать автомобили. Вы справедливо сказали, предметов-то автомобильных всего ничего, перечисляете. Можно положить. Дворник там может быть. Так. И тогда что получится? Ну, веер и дворник. А почему, не понимаете? Ну, видимо, дворник рисует веер, наверное, да. Внимание, правильный ответ. С Японией связан, откроем черный ящик, веер. Откроем другой черный ящик, там автомобильный дворник. А теперь посмотрите на экран. След, который оставляет дворник на стекле автомобиля, напоминает веер. Вот такой рекламный плакат автомобилей Японии. Но здесь, господин Козлов, ну прям, ну, вам полшага осталось. Антохин был просто вот на финишной прямой с этим Он вопросом. достаточно настойчивый здесь просто. Самое интересное, Андрей, что вы магистра-то получили за вопрос про дворники. Да. Да? Да. А Ну, здесь про них не вспомнили. Да. 2-1. Алексей Шматов из Витебска получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. 70 лет атомной промышленности. Росатом. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Бэтбум» в клубе «Что, где, когда» представляет главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий, сегодня заканчиваются игры магистров. Какие у вас впечатления от этих игр остались? Впечатления яркие. Магистры — это, в принципе, те игроки, которые достигли наивысшего, наверное, титула в клубе знатоков. Поэтому показывают яркие результаты, яркие игры. Не почивают на лаврах, а продолжают нас радовать и удивлять. И завтра в финале Лиги чемпионов, где сыграет Интер и Пари Сен-Жермен, я надеюсь, что тоже будет яркий матч. Ну и, соответственно, мы будем смотреть это с компанией «Бэтбум». Валерий, благодарю вас. Продолжаем игру. 4-й раунд. Госпожа Александрова, мне приходилось слышать, что есть знатоки, которые прямо называют свою команду самой сильной в клубе. Слышали о таких? Да, наверное, есть такие. Ален, скажите, вот хочу с вами поделиться. Вам не кажется, что это такая опасная позиция? Получается, что победа особой радости не приносит, ведь так и должно быть. А поражение возможно только в том случае, если виноват кто-то другой, какая-то третья сила. Вам не кажется, что это вот, что все-таки надо стремиться быть лучшей командой, а не считать себя? Прудище. Ну, если вы про нас, господин Нет, ведущий, я про другие команды. тогда у них и спрашивайте. Так, Прудище. Против вас играет Сергей Каратаев, деревня Прудище, Минская область. Сначала, внимание, черный ящик. Господин Козлов, телезритель придумал для вас загадку. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, в черном ящике предмет. Он заряжен. В нем объект. Объект в предмете без цены. Предмет с объектом для борьбы. Объект известен нам из басни, но предмет весьма опасен. Уважаемые знатоки, разгадайте мою загадку. Ответ Что готов. в черном ящике? Ответ готов? Да, отвечает Алексей Бакуменко. Алексей Бакуменко или Михаил Мун? Алексей Бакуменко, я не оговорился. Алексей Бакуменко, прошу вас. Нам кажется, что так поэтично автор вопроса рассказал о мышеловке и сыре.
Давайте откроем черный ящик. А это вопрос о мышеловке. Господин Козлов, попробуйте, работает она или нет. А вы лучше пальцем. Ага, конечно, спасибо вам большое. Эх, вы трус какой. Да, не работает. Да, пожалуйста. 3-1. Алексей Бакуменко приносит для своей команды 3-е очко и дополнительную минуту на размышление. Вот, Алексей, в другом порядке выпали бы вопросы, и, может, вы и с веером бы разобрались. Может быть, господин ведущий. Вообще от толчка зависит, конечно, очень многое в нашей игре. Какой у нас 5-й раунд? Господин Бакуменко, вы очень здорово иногда отвечаете на вопросы, которые вот решаете сами. Но мне кажется, что у вас в голове, вот, например, сейчас с мышеловкой или там с Бородинской панорамой в прошлый раз, да? Но мне кажется, у вас большой потенциал. Вам нужно побольше участвовать в обсуждении. Мне об этом говорит вся команда. Свои мысли высказывать прям вслух, не бояться. Блиц. Нет. Нет, не блиц. Блиц. Нет, не блиц. Не блиц. Не блиц. Это что, МОН у нас? Молодечно. Нет, мы молчим. Голосом друзья заговорил. Молодечно. Против вас играет журналист Сергей Владыка, город Молодечно. На защитных стеклах хоккейных площадок НХЛ, Национальной хоккейной лиги, можно увидеть отверстия размером 11 на 14 сантиметров. Внимание, вопрос. С какой целью их делают? Шайбу, чтобы вернули, например, которая вылетела. А она не остается? Нет, ее по правилам турнира должна быть такая большая. Ну, чтобы руку просунуть. Может, все-таки рука пожать, руку, кулачок. Автографы какие-то. Игрушки бросают на лед. Нет, это Игрушки в фигурном сверху катании. бросают, через сверху. Ну да, это в фигурном катании бросают. Автографы? Автографы. Может, клюшку, если сломается, Клюшку передают через свой борт. Передается с бортика Через свой борт. А если улетела? А? Клюшка не может улететь, шайба может. Еще что? Кроме сломанных клюшек. Камеру просто оператор вставляет камеру. Оператор снимает. А как? Ну, нужно Может снимать. оператору снимать? 11 на 14, вот такое, да? Вот такое. Это небольшое. Да, примерно. Да нет, ну это вот. Нет, ну... А похоже. Два спичных корабля. Ну, камеры стоят заранее, Андрей. Я думаю, что камеры... А для этого и стоят. Ну, так камер много Просунуть руку и сделать А там селфи, дырок как бы с много. площадки. Это слишком сложно. Сказано, что дырки есть, не одна Это дырка. не Для шайбы Для великовато. оператора можно? Не, ну как, для рук... Итак, кто отвечает? Может быть, вы золотую минуту возьмете? У нас зачем золотая? У нас есть это... Дополнительную. Ну, дополнительную У возьмите. нас серебряная. Да пока я не буду брать. Да что вы? Да пока не хочется. Кой железо? Я понимаю. Я понимаю. Решайте, Андрей, или говорите, кто отвечает? Да, отвечает Михаил Скипский. Прошу вас, Михаил, только будьте точны в формулировках, пожалуйста. Я думаю, что эти... С какой целью их делают, эти отверстия, в смысле? Эти отверстия делают с целью вернуть шайбу на лед, если она вылетела. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Скипский. Внимание на экран. Отверстие в защитных стеклах для того, чтобы фотограф мог сделать эффектные снимки. Это же ваша версия, но не камера, а фотограф. Но фотокамера. Михаил, что вы, почему вы дропнули? Потому что я только что примерял вот это отверстие примерно на камеру, и получалось, что камера... Так а с камерой не получится, камеру разобьют. А Ну, вот, так вот видите? фотоаппарат, почему я и говорил, попробуйте дополнительную минуту, там еще есть что додумать. 3-2, к сожалению. Сергей Владыка получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, сегодня заканчиваются игры магистров, и через несколько дней, а точнее через неделю, начнутся игры совистов, команд, в которых капитаны — обладатели хрустальных и бриллиантовых сов.
И первой в бой вступит команда Бориса Белозерова. Добрый вечер. Добрый вечер, господин. Борис, у вас предстоит тяжелая неделя. Вы уже придумали, как не сойти с ума в ожидании? Да, господин ведущий, я немножко отдохнуть уеду. Отдыхать. Ким, а вы как будете готовиться? Ну, это же очень практически самая важная игра в вашей жизни на сегодняшний момент. Да мне кажется, что как раз-таки, если сильно фокусироваться на том, что вот это важная игра и так далее, вот можно сойти с ума. Если просто жить обычной жизнью, то ты не думаешь, что что-то вот тебе страшное происходит. Госпожа Любинская, а вы уже нервничаете? Ну, я всегда нервничаю перед игрой, но как будто важные игры в этом году не только у нашей команды, а вообще у всех. Так Зачем что... вам задурнить-то нервничать? 6-й раунд. Работаем. Господин Скифский, скажите, а ожидание вот этой важной игры, это было для вас тяжелым испытанием? Вот именно ожидание? Да. Нет ничего хуже, чем ждать. А вам как удалось не сойти с ума за это время, за эту неделю? Наверное, видите, как с умом-то не очень, поэтому и удалось. Михаил, поделитесь с командой Белозерова, как сохранить разум в течение недели? Что надо делать, а что, наоборот, не делать? Откуда же я знаю? Я много музыки слушаю и им советую. Ну, единственное, Гомель. Единственное, Михаил, что могу сказать, конечно, будет очень обидно, если вот будет это вот... Стыдно. Не то, что если обидно, вот стыдно. вы из-за этого вопроса проиграете. Господин Мун, этот вопрос дважды не выпал команде Максима Паташова, в том числе и на финале года. И 2 недели назад не выпал. Видимо, это ваш вопрос. Внимание, Эндрю Скотт. Перед вами картина современного художника Эндрю Скотта. Внимание, вопрос. Какой необычный прием придумал художник для демонстрации этой работы? И как он ее назвал? Может быть, здесь зеркало перпендикулярно? Посмотрите. Вот. Зеркало неплохо. Может быть, он сложил ее пополам, и тогда не надо... Не, пополам, и надо может быть, угол, да. Вот, не пополам, а за углом, да, он сложил пополам И как назвал? Прятки. Прятки? Прятки, может быть, да. Ну, в основном случае так бывает. Или предчувствие встречи, не знаю. Подождите, а если они на что-нибудь на одно смотрят, например? Вот, нам не сказали, что мы картину убрали. Картина, вот она, кстати, наверху есть. Нам можно это ломать, господин ведущий. Подожди, если они лежат, например? Отвечает, значит можно. А если лежат на кровати? Ну вот да, то есть не стоят, а лежат. Ну смотри, на ногу на девочке, вряд ли она лежит. А давайте попробуем и так сложить. Как по-другому? Не, вот это необычный да, прием. и прятки получается нормально, да, что они прячут друг от друга. Ну прятки, да. Одиночество еще, например. Что еще? Не одиночество. У детей нет одиночества, да. Прошу, кто отвечает? Ну, Михаил Скифский отвечает. Прошу, Михаил. Наверное, художник демонстрирует это полотно, согнув под 90 градусов, вот как мы сейчас сделали. И получается, что дети как бы друг от друга прячутся за углом дома, например, или за перпендикулярной стеной. Как будто они играют в прятки. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Паташов, а у вас есть какая-то версия на этот вопрос? Примерно такая же. Ну, можно по-другому выгнать, тогда буду стоять в углу. Мне кажется, так лучше. Так лучше. Господин Скифский, важно было обратить внимание на позы детей. И вы это сделали. Это сделал Михаил Мун. А потом важно было правильно это назвать. И это сделал, по-моему, Алексей Бакуменко. Вы это все подытожили, не сделали ошибок хоккейных. И посмотрите на экран. Художник назвал свою работу «Прятки» и разместил ее на 2 плоскостях угловой стены, чтобы дети не видели друг друга. 4-2. Господин Гиязов, понравился вам вопрос? Мне про Веру больше понравился, честно говоря. Проверь, конечно. Госпожа Сибуль,
Дарина, скажите, как вам игра команды сегодня? Какое у вас впечатление? По-моему, команда работает, слушает капитана. Они как раз, вы знаете, Дарина, они как раз сегодня играют, по-моему, они работают. Вы обратили внимание? Они играют, работают, извините. Работают, играют. Да. Дарин, ну вам не только команде Белозерова, но и вам надо готовиться. Вы, как у вас дела? Вы на вопросы отвечаете? Ну, мы стараемся, нас Анастасия Шутова тренирует, поэтому... В крайнем случае ее посадим на вашу игру. Да, ну я надеюсь, она нас поддержит морально. Благодарю вас, 7-й раунд. Госпожа Сибуль, Дарина, в интервью перед началом этого сезона игроки команд магистров давали советы молодым игрокам. Были и довольно мудрые советы, как, например, у Владимира Антохина. Игру нельзя выиграть, если молчать. Хороший совет. И довольно хитрые. Следить за интонацией ведущего. Это, естественно, Алена Александрова. Господин Мун, а мне понравился ваш совет. Задавать вопросы друг другу. Поясните, Михаил, почему это важно? По ходу минуты задавать вопрос. Знаете, у меня есть такой принцип, что к каждому вопросу «что, где, когда» существует такой вопрос, задав который станет и ответив на который станет очевиден ответ на изначальный вопрос. Это вот просто... Блиц. Такой вот... Блиц. Благодарю вас, Михаил. Мне кажется, что это очень тонкое замечание. Да, господин Тимонов? Обратили внимание? Если задавать вопросы, то тогда и ответ придет. Итак, 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Многие считают главным подарком Петра I России город Санкт-Петербург. Виктория Соколова из Москвы интересуется, а какой главный подарок получила Россия благодаря Петру I, по мнению Марины Цветаевой? Арапа Петра Великого. Пушкина, да. Пушкина благодаря арабу. То есть Россия получила Пушкина. Он привез деда Пушкина. Получила Пушкина. Да. Михаил Скипский. Прошу. Петр I привез в Россию деда Пушкина, и Россия получила великого русского поэта в итоге. Последний посмертный бессмертный подарок России Петра, писала Марина Цветаева о Пушкине. Работать. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Анастасия Амбросьева из поселка Сосново Ленинградской области интересуется, о чем это написала Анна Ахматова. Эйфелева башня. Еще. Статуя Христа Искупителя, не может быть? Не Рано, да? Она не была, да. Хорошо, Пизанская не столица, Пизанская башня. Растральные колонны. Астральная колонна, нет? Что-то вот такое. Внутри колонны. Да. Да. А это Ну, статуя похоже, в свободы. принципе. Не, она вообще похожа на подсвечник. Там факел, и как бы назвать факел подсвечником Да, уже это как-то смешно, банально. Владимир Антохин отвечает. Прошу, Владимир. Статуя свободы. Ой, господи, извините, господи, Эйфелева башня. Извините, да, извините, пожалуйста, извините, да. А кто сверху там, кто там руками машет? Андрей Тимонов. Вы подсказываете, что ли? Нет, меня чуть инфаркт миокарда не хватило. Вот такой рубец. Меня самого, да, извините, да. Да, это Эйфелева башня все-таки. Решающий третий вопрос. Виталий Захаров из Анапы просит вас вспомнить самое известное произведение автора, который в 1906 году написал эти строки. Посмотрите на экран. Какой-то припев у этого. Вот есть какой-то припев? У бабушки за бабушки собачка Жил был у бум бабушки жила. серенький козлик. Однажды бум у бабушка пирожных спекла. А, или у папа была собака. папа была собака, А еще папа её похоже, убил. в лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка, очень хорошо. Похоже. Да, И у неё есть- Маринку елочка хорошо. Да, и у неё есть И единственное год подходит. Вспомнить произведение. И год подходит. Ну, это женщина. Она как раз так какая сказала. Кто отвечает? Алексей Бакуменко. Алексей Бакуменко. Похоже на «В лесу родилась елочка». Что значит похоже на Ну, лесу? самое известное произведение — это «В лесу родилась елочка» у этого автора. Ну и попробуйте, что у вас получится. У бабушки за... У меня... Я фальшивлю безбожно. Нет, давайте, нам. Хорошо. У бабушки за бабушки собачка бум жила. Однажды буму бабушка пирожных испекла. 5-2. Сейчас легко слышать. Очень легко слышать. Работать.
Уважаемые телезрители, по окончанию этой игры лучшему знатоку будет вручен хрустальный атом, традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, вот Михаил Мун утверждает, что в игре побеждает тот, кто этого заслуживает. На ваш взгляд, сегодня команда Андрея Козлова заслуживает победы? Давайте начну издалека. В 1949 году, недавно вычитал этот факт, прямо перед испытаниями первого отечественного ядерного боеприпаса Игоря Васильевича Курчатова, на тот момент руководителя советского атомного проекта, принесли прогноз погоды. От этого зависела и дата, и время проведения ядерных испытаний. А прогноз был очень подробный, но его вероятность составляла 40%. И он тогда метеорологам посоветовал поменять все данные ровно наоборот, и тем самым вероятность поднять до 60%. Знаете, вопрос, достойна ли команда, недостойна, насколько вероятна победа, невероятна, она носит этот вопрос очень личный, какой-то во многом спекулятивный характер. Конечно, достойно, да, что вы еще хотели. А вероятность победы, ну, наверное, точно не ниже... Итак, счет 5-2 в пользу команды Андрея Козлова. Господин Карпин, в следующую пятницу, 6 июня, у нас игра команды Бориса Белозерова. Скажите, кто заменит вас на лавке сборной России? Думаю, что вряд ли меня там кто-то заменит на данный момент, хотя... Ну а как мы без вас-то, Валерий? Ну, будем искать другие варианты. А вариант я предлагаю такой. В 8 часов, да, у нас пройдет бэтбум матч сборной России против сборной Нигерии. Я предлагаю здесь, вот на этих экранах, всем вам посмотреть, поболеть за сборную России. А потом с хорошим настроением обыграть команду телезрителей. Благодарю вас, Валерий. Будем ждать вас. 8-й раунд. Будем ждать вас назад. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков, вам надо прислать свой вопрос на игру либо по электронной почте, либо по почте, либо просто заполните специальную форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин ведущий, можно отметить, что сегодня очень много вопросов с предыдущих игр магистров лежат на столе. Мне кажется, это очень хорошо, что вы даете телезрителям второй шанс, а не откладываете там куда-то в черный или долгий ящик. Мне кажется, это очень хорошо. А то, что Валерий не за телезрителей играет, болеет, это, конечно, очень плохо. Это да, безусловно. Итак, 13-й сектор. Интернет против знатоков. Итак, в 13-й сектор поступило 15 486 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Это вопрос из Москвы от Владимира Коваленко. Врача. Внимание, вопрос. Что это такое и где были уместны Тампет, Матрадура, Гроссфазер, и почему там горлица, дудочка и голубец и дергунец были запрещены? Ну, Гроссфазер это дедушка, да? Тампет это назвать труба, по-моему, да, по-английски? Нет, это Друзья, на трубе сидели тогда. Да нет, А и в этом, и все. Смотрите, славянские названия запрещены, а иностранные разрешены. В этом, в оркестре Павла Первого, может быть, вот этот вот... Фигурное катание. Ну, дудочка, голубец. Ну, слушай, это потешные войска какие-нибудь. Петра Первого. Они в карточных играх где-то. Дергунец, это удочка какая-то, ловля рыбы что-то? Горлица, голубь, птица, горлинка. Дудочка. Дергунец это комар, да, голубец это еда, или голубь, да, дудочка, непонятно, ну, понятно, инструмент. Горлица. Тампет, что это? Все-таки какие-то музыкальные инструменты хочется. Полковой оркестр, может быть, полковой оркестр военный. Полковой оркестр. Вот в потешных войсках. А почему обязательно потешных? Просто в потешных. Просто что-то бывает. Потому что трубочка еще Русский, ну, В горлица. школах, в каких-то... Если это вот Павел Первый по подражению Фридриху. Почему спрашиваешь? в школах, Вообще, да. это, в принципе, Типа русские, видишь, Может, в нельзя. танцах, может, это что-то про танцы было, на балах. Итак, Где можно прошу танцы? ваш ответ. в каком оркестре. Алена Александрова отвечает. Алена, прошу вас. Мы предполагаем, что это балы и танцы. Балы и танцы. Давайте посмотрим на текст. Это кто, Друзь? Да? Вы удаляетесь, Александр, на 2 игры. Оглашение ответа до... Кстати, Александр,
сейчас команда Козлова останется без очка. Благодаря вас. Ну так нельзя. Только не вас, господин ведущий, а вам. Итак, госпожа Александра, итак, там два вопроса. Дайте, пожалуйста, ответ на оба. Что это такое, вы сказали, танцы, и почему неуместны вот эти вот перечисленные? Ну, значит, те, вот, которые в начале были разрешены, а, видимо, вот, которые, ну, то есть части танца, которые там были, ну, или танцы, или были народные танцы, ну, типа гопак, вот это все было запрещено, а танцы, которые... То есть, Алена, вы, я понимаю, Друзь немножко сбил, скажите еще раз, значит, вот те бальные танцы, а запрещены? Ну, народные такие, простые. Понятно. Теперь давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Это список, я ж не успел прочитать, бальных танцев. Да, абсолютно правильный ответ. Господин Гиязов. Александр Друзь нарушил правила. Ну, мне кажется, вы его уже справедливо наказали более чем. Если хотите, что, денег с него взять? Александр, если можете, то для него... Извините, Алексей, если можете, это для него самое большое наказание. 6-2 в пользу знатоков. Счет становится 6-2 в пользу знатоков. Команда Андрея Козлова одерживает победу над телезрителями и получает право сыграть в осенней серии. Я вас поздравляю. Вот имена победителей. Михаил Мун, Алексей Бакуменко, Владимир Антохин, Елена Александрова, Михаил Скипский и Андрей Козлов. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Ой, сегодня очень необычный день. Вот иду против своих правил, и кажется, сегодня лучшим игроком был Андрей Козлов. А почему против правил? Мне кажется, что Андрей Козлов вытащил очень важный вопрос, взял на себя ответственность. И в этом он действительно лучший. В хорошем смысле не был похож на себя, а был похож на свою лучшую версию. В этом смысле понятно. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Как я уже упомянул во время игры, лучшим вопросом будет вопрос о веере и японской рекламе, рекламе японской машины. И Алексей Шматов из Витебска получает дополнительные 200 тысяч рублей от Александра Друзя. От Александра Друзя, поздравляю вас. 400 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года. Алексей, там уже 2 миллиона 244 тысячи рублей. Уважаемые телезрители, закончились игры магистров. В июне в нашем клубе начнутся игры солистов. Смотрите первую игру в следующую пятницу, 6 июня, на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра окончена. Спасибо всем за игру. А сейчас на Первом канале большая премьера. Смотрите музыкальную программу «Наша новая музыка».